Красивые локации для фото в Киберпанке из моей личной коллекции скриншотов. Я прошла игру на 100%, и на память мне захотелось сделать немного скринов со своим персонажем в красивых и неочевидных местах. Я бегала от задания к заданию пешком и рассматривала все локации по пути. Так что покажу те, которые вдохновили меня на скриншоты. И если кого-то заинтересует эта горящая мусорка, то вот ее расположение на всякий случай оставлю. Итак, первое место в моем списке это на самом деле, я думаю, типичный фон для скринов в Киберпанке. Но так как я сделала собственную коллекцию, то пусть будет и у меня такое фото. Я подобрала время так, чтобы было видно Луну в кадре. Нужно было добавить еще света на персонажа, но мне просто понравилось, как светятся ее красные глаза. Здесь находится красивое граффити на дороге. Я также буду показывать снимки вертикального плана, потому что некоторый фон создает много пустого пространства, и лучше смотрится, если удалить лишние видимые зоны. Одно из множества деревьев с розовыми листьями. Я выбрала позу, где рука расположена под углом, чтобы якобы положить ее на дерево. Здесь я также использовала размытие, чтобы пиксельные листья размазать. И тень от лампы для освещения лучше отключать иногда, если у вас нет цели сделать фото именно с красиво падающей тенью на персонажа. Такие скриншоты у меня тоже будут. Позже покажу. Следующее место находится в баре Мамы Уэллс. Я говорила в начале, что будет без банальных мест, а это еще и сюжетная локация. Но я думаю, что это клевая фотозона. С газетами на стене и игровыми автоматами. Еще непонятно, где ввязалась в драку, поэтому у меня белые полосы на экране. Здесь находится фон с подсветкой в бело-голубом оттенке. Для тех, кому не нравятся разноцветные неоновые цвета. Если еще персонажа подсветить нейтральным светом, то общий цвет будет менее голубым. Но я сделала подсветку под фон. На вилле у Кэрри Евродина две локации. Первая это белый матрас, на нем можно сделать нежную фотографию. Правда, тут две банки валяются некрасиво. Одну я прикрыла ногой, вторую нечем было спрятать. Вторая локация находится у главных ворот. Тут красиво подсвечена дорожка, на которой можно заскринить свою машину. Моя же цель это скрины на память с персонажем, так что машина тут на втором плане. Следующая локация большая, тут есть из чего выбрать фон. И фонарики, и бамбук, и рыбки. И все это я не покажу, потому что я выбрала только одно место для фото. Я видела подобные фотографии на Pinterest, но не знала, есть ли в Киберпанке такие места, где прям много фонариков в одном месте. И я случайно его нашла, и очень рада этому. Снова удобное расположение двух локаций в одном месте. И обе для фото в разное время суток. Переулок со светящимися фонариками и голографическим деревом, конечно же, для ночи. Сразу напротив место, где как раз таки можно сделать фото с красиво падающей тенью на персонажа, о которой я ранее говорила. Здесь находится витрина, в которую можно поместить персонажа. Я делала фото ночью, чтобы подсветка красиво светилась. И чтобы не было бликов на стекле, которые перекрывают персонажа белым цветом. И вокруг нет нормального освещения, так что нужно использовать несколько ламп в фоторежиме. Светящаяся шторка, которой я не буду уделять много времени. Она вроде прикольная издалека, но вблизи эти круги слишком большие. И у меня получился скрин моего персонажа, а не локации. И снова локация с розовыми деревьями. К сожалению, не последняя. Ну что поделать, если они создают красивый фон. В этой локации, например, их вообще можно сделать синими с помощью времени суток. Но это, наверное, банальная локация. Ведь такой большой объект невозможно не заметить. Кажется, еще одно колесо обозрения есть в Пасифике. Но это атмосферно нависает над дорогой. Игра на 3 секунды. Найди Луну на фото. Тут две локации, подходящие для скриншотов. Ну, на самом деле их здесь может быть больше, но некоторые я удалила по ходу разработки видео, так как они показались мне скучными в моем исполнении. Да и без них в видео показано очень много мест. Второе место находится прямо возле предыдущей дорожки с подсветкой. Удивительно, что графика у меня на максималках, скриншоты с фоторежима, а листья все равно выглядят хуже игр 2002 года. Следующая локация с японскими красными воротами. Тут мне сказать нечего, просто красивая локация.
Могу только пожаловаться на оверлей фоторежима, который перекрывает пол экрана, из-за чего иногда неудобно редактировать позу персонажа. Здесь мне понравился мост желтого цвета. Эта локация выглядит минималистично. Она напоминает мне уровень для тренировки навыков без лишних деталей, как тот, на котором Тибак тренировала Ви. Еще одна минималистичная локация – красная стена с граффити с черепом. Здесь я поставила камеру так, чтобы в кадре была видна только стена, и разбавила пустоту тенью в области персонажа. Это место находится внутри комнатки в переулке. Думаю, мне стоило назвать видео локацией красного цвета для фотографий. Я тут на всякий случай не фотографировала надпись на японском сверху, а то мало ли что там написано. А, ладно, ничего страшного. В любом случае, без нее лучше. Здесь под мостом нужно отжать у мужиков шашлыки, если еще этого не сделали. Ой, как случайно тут оказалась еще моя любимая красная подсветка. Перемещаемся в локацию без ночных неоновых подсветок. Обычно скрины в Киберпанке сделаны всегда где-то в городской среде, либо с панам. А такой фон вообще не типичный для Киберпанка. Хоть и на самом деле территория пустоши огромная, но для фотографии она не особо популярная. Еще одна локация в пустошах. Здесь находится кучка кактусов. Их вообще много по территории. Можно выбирать любой понравившийся. Я далеко бегать не стала, а эти находятся прямо возле дороги. И здесь же я сделала еще один скрин. Хотела поэкспериментировать с ракурсом камеры и уместить кактусы интересно в горизонтальном фото. Следующее место находится в надземном переходе. Здесь, в принципе, можно оставить время дневное, чтобы освещение не было полностью оранжевое. Мне просто захотелось, чтобы подсветка была яркая. Еще одна локация с японскими красными воротами. Но здесь у меня была интересная идея для фото со своей машиной. Но когда я ее вызвала, она почему-то заспавнилась на уровень ниже. Поэтому я ворую. Ну, кстати, неплохая машина мне попалась. Цвет красиво смотрится с красным. Да и эта ситуация показывает, что такой скрин можно сделать с любой машиной. Последнее место с розовыми деревьями в моей коллекции. Я в Пёсьем городе купила себе красивый комбинезончик, уже после того, как все скрины сделала. Но мне захотелось показать фотографии в этом комбинезоне, так что я подошла ответственно к делу. Я записала новое видео в уже сохраненных местах, но все эти файлы почему-то повредились и не открылись в программе. Ну, это никак не повлияло на видео, просто захотелось поделиться историей. Огромное здание со светящимися чешуйками, которое я забыла заскринить отдельно, но его невозможно не заметить, так что найдете. Вы не поверите, но и эту локацию я не заскринила отдельно. Но она тоже довольно заметная. Здесь в фоторежиме подсветка продолжает менять цвет, так что можно поймать себе для скрина понравившийся. Последние две локации находятся в Пёсьем городе. Здесь может показаться, что освещение красное, но оно на самом деле немного оранжевое, такое в стилистике фильмов про Марс. Я увидела красоту в дверном проеме. На этом, пожалуй, стоит закончить, пока не поздно. Я использовала для фоторежима некоторые моды. Они все не имели большого влияния на мои скриншоты. Там всего лишь позы и еще какой-то мод настройки, я уже не помню. Ссылки на них оставлю в описании. Также у меня есть первое видео с локациями для фото и руководство в Steam, в которых все эти места собраны в скриншотах без текста, для удобства.